Здравствуйте, меня зовут Саймон Шустер, я журналист американского издания Time, и я сейчас здесь, на белорусской земле, которая славится своими стендаперами, такими как Слава Комиссаренко, Ваня Усович, ну и, конечно же, Александр Григорьевич, гуру белорусского стендапа, который любезно напросился, точнее согласился на это интервью. Добрый день. Привет, Саймон. Во-первых, не надо нести чушь. Белорусская земля славится не своими стендаперами, а своими картофелями. А во-вторых, никакой я вам не стендапер. Хотя Усович у меня, как видишь, тоже есть. Я больше звезда разговорного жанра. Вот все, что касается поговорить, назвездеть, где-то приукрасить, что-то дофантазировать, вот это, как говорится, про меня. Вот об этом я как раз и хотел с вами поговорить. Да, пожалуйста, говори все, что хочешь. Но имей в виду, в этой стране все, что хочешь, можно говорить только мне. Поэтому мне говори, а я уже решу, хочешь ты это говорить или нет. Понял? Нет. Ладно, говори тогда, что хочешь. Считаете ли вы себя причастным к тому, что 24 февраля 22 года российские войска с территории Беларуси напали на Украину? Господи, что за чушь? Кто тебе такое сказал, что они напали? Да, они были у нас на учениях. Чему они там научились, я не знаю, но сожрали мне тут половину годового запаса картошки. Я звоню Путину, говорю, забирай своих этих проглотов обратно к себе в Россию. И они пошли домой вдоль границы с Украиной. Да, я им так и сказал, идите вдоль границы, нечего мне тут по полям шастать. Не хватало, чтобы они мне еще и морковку всю потоптали. Это были войска Восточного округа. Они из Беларуси шли на восток России. И в какой-то момент планета Земля как-то резко прокрутилась. Земля ж крутится, если ты не в курсе. Это ж когда-то сказал даже этот... и все-таки она крутится, как его, Галилео Геморрой сказал эту фразу. Так вот, Земля резко повернулась, и все российские ученые... которые были у нас на учениях, покатились на юг в Украину и докатились аж до Киева. Поэтому никто ни на кого не нападал. Я тебя в этом уверяю. Да, согласен, не все звучит правдоподобно. Где-то я чуть-чуть приукрасил, но отрицать, что именно так могло случиться, мы тоже не можем. Хорошо, так могло случиться с солдатами, а ракеты, запущенные с вашей территории, почему летели в сторону Украины? По той же причине. Саймон, ты ж взрослый человек. Это ж очевидно, что ракеты после учений тоже возвращались домой в Россию. Просто, как я уже говорил, Земля в какой-то момент резко повернулась, и ракеты точно так же, сбившись с маршрута, полетели на Киев. И вертолеты тоже, и транспортные самолеты, и вся тяжелая техника, все покатилось в ту сторону. Я в тот момент хорошо, что за батарею руками успел схватиться, так бы тоже где-то под Киевом оказался бы. Поэтому тут все вопросы не ко мне, а к Зеленскому и к Галилейскому. На что они вдвоем рассчитывали, я не понимаю. А главное, зачем Зеленский начал сопротивляться законам гравитации, мне тоже непонятно. Ладно, у нас в Беларуси и в России плевать хотели на закон. Но Украина-то демократическое государство, в котором должны соблюдаться законы, особенно гравитации. Да что я тебе объясняю, это же и младенцу понятно. Я вам недавно одному младенцу рассказывал про законы гравитации, и он сказал, что ему все понятно.
Ну, как сказал, соску выплюнул, и я сразу понял, что он понял. Да, но как вы тогда прокомментируете то, что буквально через месяц российские войска под Киевом получили по рогам и бежали назад в Беларусь, границу которой вы для них вновь открыли? Кто открыл? Ты чего? Ну вот опять ты, Саймон, все перевираешь. Просто буквально через месяц, как ты говоришь, земля снова резко прокрутилась, но уже в обратную сторону. И вся эта вторая армия мира, точнее то, что от нее осталось, покатилась назад в Беларусь. Причем в этот раз гравитация была настолько мощной, что вместе с этой армией в Беларусь покатились и стиралки, и плазмы, электрочайники, собачьи будки. Даже унитазы с петель срывались и катились. Да что там унитазы? Ковры прямо на полу сами скручивались и тоже катились в сторону нашей границы. Вот уж крутануло так крутануло. В астрономии потом это явление еще назвали жестом доброй воли. Не знаю, может, я, конечно, сейчас слегка и приписал лишнего в этой истории. Может, электрочайников там и не было. Но в целом все было именно так. Поэтому, повторюсь, ничто в то время не предвещало войны. Во всяком случае, я об этом не знал. Как не знали? Вы же сами в начале марта приехали к Путину и сказали, что Украина собиралась напасть на Беларусь. Саймон, ты в своем уме? Когда такое было? Ну, вы разве Путину не показывали, откуда на Беларусь готовилось нападение? Карты еще привозили с 4 позициями. А при чем тут это? То я Путину привез игральные карты эротического характера с элементами совокупления. Совокуплены они были мною еще в советское время за 3 рубля 13 копеек. В Советском Союзе же этого не было, а на картах уже было. Вот на них и было изображено 36 позиций, 4 из которых, самые изощренные, я и показал Владимиру Владимировичу. Он сказал: Саша, давай не сегодня, у меня тут, говорит, неудачное СВО началось. Нас там имеют и не в таких изощренных позициях. Но кто ж знал, что это аж на 4 года затянется. Он мне, кстати, недавно звонил, говорит, до сих пор не затянулось, на чемодан больно ходить. Но если кто-то там на Западе считает, что в этой войне, которой, как я уже сказал, нет, можно победить Россию и Беларусь, то я вас разочарую. Нас победить невозможно. Никогда. Нагнуть можно, надуть можно. В позицию поставить коленно-локтевую, допускаю такое. Но победить даже не пытайтесь. Даже если у вас это получится, мы все равно никогда этого не признаем.